Так, у нас замер мощности Mosconi D2 100.4 DSP. Тёма, бери калькулятор. Вернее, запускай частоту, включай. Я тут кручу громкость до появления чистого сигнала. И смотрим, сколько у нас ампер, сколько вольт. И Тёма в этом же приложении, у нас приложение обновленное Loud Sound. В калькуляторе вот здесь вычислить сразу мощность. И проверим, сопротивление должно показывать. Так. Мы уже знаем, сколько он давит, а вот вы сейчас узнаете. Так, ты запускай, я кручу. Поехали. Чистый сигнал. 4,6 ампер, 18,6 вольт. Там у тебя сверху вольты. 18,6 на 4,6. Это он держит сейчас. А, ты сбросил. 85,5 ватт. 4 Ома. Вот такой вот малыш. Один канал у нас только нагружен. Если нагрузить все, конечно, даст чуть-чуть меньше. Но смысл в том, что вот с такого размера мы получаем 86 ватт чистого сигнала. Это чистый сигнал. Вот в таком малыше, который еще оснащен процессором. Давай сейчас клип. Клип? Максимум хочешь проверить? А если он сгорит? Он 40 тысяч стоит, Дем. Бесплатно буду месяц работать. Так, переключайся на тон генератор. Подожди, я громкость уберу. Давай, запускай. Так, смотрим. Тогда я Макса поставлю, прям снимем максималки. Макс. Макс. Смотрим, что за квадрат тут получится. Жесть. Жесть. И имеем 6. Давай, 25 вольт на 6,1, на 6,2 ампера. 155 ватт. 150 ватт. 155 ватт сигнал в клипе. 4 Ома. 25 вольт на 6,2 ампера. Вот такой вот малыш. У нас есть одно но. У нас довольно замороченная программа для его настройки. Ну, в следующем блоке расскажу, как его настраивать. Наверное, вопросы отпадут. Вот так вот, крутяк. Кто сомневался, что малыши D-класса могут выдавать, вот, чистыми 80 вы получите. Что-то еще хотел сказать. Кстати, аккумулятор покупаем. Кто Хавкера искал, вот что-то похожее. Это Excite тысячник, но 100 ампер часов. Громадное устройство, тяжелое, с сумасшедшей емкостью. Мини-реклама, ля-ля-ля. У нас вторая часть видео. Настройка Mosconi D2 со встроенным процессором. Сегодня мы рассмотрим его встроенное программное обеспечение. Ну, вернее, не встроенное, встроенный процессор, а программным обеспечением будем управлять с компьютера. Компьютер пришлось подключить старенький ноутбук на 7-й винде, потому что на 8-й есть проблемы с установкой .NET фреймворка, а эти библиотеки нужны Mosconi для корректной работы его ПО, поэтому вот не на всех восьмерках вы сможете пользоваться этим устройством. Запускаем. Прежде всего нам предлагает выбрать устройство. Комп древний, так что тут грузится достаточно долго. Выбираем устройство. У нас 4.6, 6.8, 6.8 V8. Ну, в общем, разные устройства. Нас интересует D2 100.4. Нажимаем ОК. И вот здесь начинаются первые неудобства по сравнению с Audison. Он нам предлагает сразу же скопировать информацию в DSP или с DSP в компьютер. Либо работать офлайн. Работать офлайн я не пробовал, возможно это решение проблемы. Но нажмите вы сюда или сюда, вы достаточно долго будете ждать. То есть начинается настройка этого процессора с достаточно длительного ожидания. Нажимаем вторую кнопку, это с процессора в компьютер. Мы сохраняем настройки, и вот начинается долгий процесс. Он занимает минуты полторы, по-моему. Я это, конечно, из видео вырежу. Ну, в общем, каждый раз при запуске придется подождать. Так, дождались, он скопировал настройки. И можно приступать. Пробежимся по порядку, по пунктам. Сначала у нас предлагается здесь выбрать пресет. Эти же пресеты можно будет выбирать на контроллере мини.
которые я показывал до этого. Вот они здесь будут выбираться 1, 2, 3, 4. Соответственно, что мы будем настраивать, выбираем сразу же. Вот какой пресет выбрали, такой настраивать и будем. Сохранять можем по раздельности их. Здесь у нас каналы снизу можно отключать, включать по раздельности. Вот зелененький, это значит канал включен. Можно по одному их выключать. Зайдя в пресет, который мы будем настраивать, мы видим сразу вот такое вот меню. Это второе неудобство по сравнению с Audison либо MD Lab. У нас все настройки разделены на разные подменю. Если мы в Audison или в MD Lab видим все сразу на одном экране, то здесь мы будем видеть эквалайзер на одном экране, кроссовер на другом, временные задержки, регулировка фазы, уровень. Вот это не очень удобно. Это минус вот этого процессора итальянского. Здесь мы сразу видим плюсы. У нас к каждому пункту меню прикреплен видеотуториал, видеообучалка. То есть можем посмотреть, как итальянцы предлагают нам это настраивать. Следующая кнопка Reset. Это сброс именно пульта внешнего. Мы уже на это напоролись. То, что на нем настроили, он это и запоминает. И вот без пульта, если вы потом включите, он будет помнить последнюю громкость пульта. Надо вот этот ресет нажимать. Давайте начнем по порядку. Микшер. Что это? Это уровни по канальному мы можем задать. На каком канале у нас какая громкость будет. Каждый канал можем сделать, например, что у нас первый, второй канал будет громкость 100%, третий, четвертый 50%. Там играть будет полгромкости. Ну, больше 100 здесь нельзя. Если вы хотите больше 100, то это пункт другой, это вот level. К нему чуть позже подойдем. Сейчас с миксером более подробно ознакомимся. Здесь у нас в принципе все понятно, это главные уровни. Чтобы настроить уровень Bluetooth, вот то, вокруг чего много сейчас срача происходит в комментах, сам ли он переключает уровни, как он распознает, что к нему Bluetooth подключился, это вот именно в этой вкладке происходит. И отчасти люди, которые писали комментарии, правы, играть он будет оба канала, но здесь мы можем вывести чувствительность, начиная с какой громкости он включит Bluetooth. И относительно друг друга каналы настроить, например, на AUX поставить там меньше громкость, на Bluetooth больше. Таким образом, сделав так, чтобы не было каши. То есть, когда вы включите Bluetooth на нужной вам громкости, AUX-овая громкость при этом будет тихая и каши не будет. Ну, в общем, не знаю, насколько это удобно. В любом случае придется AUX выключать. С другой стороны, если к AUX у вас подключены какие-то штатные функции автомобиля, вы сможете слушать музыку с Bluetooth, а по AUX у вас, например, будет подходить там громкая связь, либо какие-то бортовой компьютер вам сигналы будет сообщать. В общем, не знаю, кому-то это будет удобно, кому-то неудобно. У этого усилителя работают все входы сразу. Вот Bluetooth, AUX, я не знаю, оптически работает или нет, при этом оптику я не проверял. Думаю, что да, потому что мне кажется, что Bluetooth с оптикой здесь соединены, тесно связаны. У нас сейчас Bluetooth находится в режиме ожидания, мы сейчас протестируем это сразу. Я уже это протестировал, вам теперь покажу. Мы запускаем на компьютере трек. У нас работает звуковая карта сейчас через AUX. И включаем на айфоне Bluetooth. Все, он у нас подключен. Лампа замигала теперь красным. И попробуем включить сигнал теперь с Bluetooth. Запустить музыку. Музыка у нас не играет. Видите, громкость стоит неполная. На это влияет у нас вот этот бегунок. Какая чувствительность. Если мы поднимем сейчас его, он поймет, что надо включить Bluetooth. Либо сделаем здесь громче. То есть у меня здесь уже настроена на определенную громкость. Если я сделаю вот так. У нас включился Bluetooth. Если пройдет какое-то время, то он уже не работает. Ему надо опять дать громкость, чтобы он включился. В
Вот, и делаем опять тихо, через какое-то время он уже Bluetooth не будет включать. Опять нужно будет навертеть громкость. Вот. Он сейчас не работает. AUX при этом работает постоянно, его придется выключать руками, но вы можете настроить громкость таким образом, уровне, чтобы вас это не бесило. Что даже если AUX остается включенным, у вас не перебивал он с блютузовый канал или не смешивался с ним. Вот таким образом настройкой уровней вы можете сделать переключения максимально удобными. По миксеру все. Переходим к следующему пункту. Эквалайзер. Эквалайзер мне не понравился. Он очень богатый с одной стороны. Тут настроить можно абсолютно все. Ширину полки, можно настроить любую частоту и каналы по раздельности. Не понравился он мне двумя вещами. Во-первых, два канала одновременно настраивать, это костыли. То есть мы можем настраивать вот лево или право. Если мы хотим настроить два канала сразу, надо нажать вот здесь пар и Q внизу. И настраивать одновременно их только вот плюсиком или минусиком. Это долго как-то. Если мы будем крутить по одной, они будут вот крутиться по одной. Я не знаю, как сделать, чтобы крутить обе. Может, я чего-то не увидел. Здесь мы ширину задаем, частоту. Ну, в общем, менять здесь абсолютно все можно. Но вот есть вот это неудобство, и оно не единственное. Второе неудобство — это то, что когда у нас играет музыка, сейчас я покажу, и мы начинаем регулировать какую-то частоту, у нас музыка пропадает. Когда мы отпускаем бегунок, то есть в реальном времени вы как бы не слышите. И вот я по опыту судя говорю, что настраивать так будет сложновато. Конечно, люди там с хорошим слухом, с большим опытом, они справятся. Но очень удобно настраивать, когда вы вот прям в реальном времени слышите, как меняется у вас какая частота. Здесь получается пропадает, ну, когда вы тянете за бегунок. Случается вот такой вот коллапс, и вот это на самом деле немножко неудобно. Возвращаемся, переходим к следующему меню. Это очень интересная вещь, кроссовер фильтр. И он просто нереальный какой-то, таких я раньше не видел. Во-первых, здесь на каждый канал, вот канал 1, канал 2, видите, да, это вот, например, перед лево, перед право. Допустим, это пищалка, вот левая и правая. На нее можно повесить 5 фильтров сразу. Хорошо это или плохо, задумали они так или это провал, ну, в результате провала, я не знаю. Вот о провале здесь в принципе говорит вот эта вещь, что чтобы реализовать спад 24 дБ на октаву, например на 100 Гц, вам нужно поставить два фильтра по 12 дБ. И действительно, каждый фильтр здесь с крутизной не более, то есть мы поставим high-pass, не более 12 дБ все фильтры мы видим здесь. И если мы хотим поставить, видимо, 24, мы должны поставить два фильтра. Для чего их здесь 5, я вот не знаю. 4 я бы еще понял. Потому что, например, мы здесь хотим поставить 24 дБ, ставим один и второй фильтр. Потом захотим порезать сверху. Ой, не туда нажал. Low pass. Ставим сверху, допустим, два фильтра. Для чего остается еще один, я не знаю. Где-то убрать частоту. Здесь есть вот такая вот вещь, как notch. Вот. Я первый раз такое вижу, честно признаюсь, мне стыдно. Вот. Возможно, это какая-то крутая штука, но я больше нигде такого не видел. Это, видимо, убрать какую-то частоту наглухо, а потом подняться чуть дальше. И мы выбираем здесь частоту. И мы, ну, я не знаю, что это, вот не буду врать. Напишите в комментариях, мне самому интересно, пока не читал, не гуглил. Вот ночь, это какой-то вот интересный фильтр, которого я раньше не знаю. Вот, настраиваются каналы, опять же, по раздельности. Мы можем на левой пищалке настроить одни фильтры, на правой другие, абсолютно на любой частоте. Ну, тут просто сделать со звуком можно абсолютно все, что угодно. Ну, пугает то, что вот фильтры у нас, не знаю, суммируются они, видимо. А если сделать 4 фильтра по 12, будет ли это 48 дБ на октаву? В общем, те, кто не понимает о том, о чем я сейчас говорю, извините меня, пожалуйста. Я представляю, как у вас взрывается мозг, но вы смотрите видео, ждете, пока или спалю эту херню, или разобью ее об стену. Я этого не буду делать, поэтому если вы настраиваете этот процессор, вам это пригодится, я думаю, если вы разбираетесь вот хотя бы примерно, о чем я сейчас говорю. Если нет, то зрелищности здесь, наверное, не будет в этом видео. Хотя мы сделаем в конце видео тест на мощность. Будет. Я его уже сделал, прикреплю. Так, поехали дальше. С кроссовером разобрались. Временные задержки. Временные задержки, в принципе, все понятно. Можем регулировать в миллисекундах. Можем регулировать в дюймах. Можем регулировать в сантиметрах.
Вот можем ползунком, можем задавать руками. И, в принципе, в группах это делать. Ну, временные задержки я уже рассказывал очень часто. Вкратце, это у звука есть скорость. Вы можете любой динамик относительно другого задержать, таким образом сделав подобие сцены. Вы сидите слева, слышите левый динамик быстрее, чем правый. В итоге он у вас локализуется, звук получается слева. Вы его задерживаете на там, 3 миллисекунды, грубо говоря. И звук от левого динамика вы слышите на 3 миллисекунды позже, чем от правого. Получается, что у вас слышно не левую дверь, а где-то посередине под зеркалом сцена локализуется. Вот такая вот вещь для любителей качества. И, в принципе, в громких машинах это работает. Регулировка фазы. Я не предлагаю не заморачиваться вам в рамках этого видео. Почитайте в интернете. Это просто меняем фазу по каналам. И последний пункт — это level. Уровни. Мы можем сделать плюс 6, минус 6 дБ, и либо заглушить каждый канал. Вот если мы его глушим здесь, у нас, вот вначале я показывал, вот здесь он тоже становится серым. Соответственно, если мы отсюда убираем, делаем зелененьким, то у нас отсюда галочка снимается. Вот, каждый канал можем выключить, каждый канал можем в плюс 6 дБ сделать или в минус 6. Сейчас проверю. Нет, минус не 6. Мы можем сделать минус 120 дБ мы можем сделать, плюс 6 или минус 120. Все, в принципе, сложный и простой процессор. Я не скрою, у меня ушло много времени в нем разобраться. Надеюсь, мое это видео кому-то поможет. Кроссовер вызвал, конечно, смятение. Ну, если у вас там больше информации, пишите. У меня вот реально устройство попало в руки, я поигрался с ним там полдня. И вот то, что я выяснил, я вам говорю. Я не супер специалист в нем, не всю жизнь его настраиваю. Если у вас есть какие-то дополнения, пишите в комментариях обязательно. Надеюсь, этот мануал по настройке пригодится. Ну и, собственно, выводы по этому усилителю. Очень интересное устройство. Это одно из самых интересных устройств, что я тестировал, с которым я игрался. Это одно из самых дорогих устройств. Одно из самых качественных устройств. Ну, вот, в общем, самого в нем много. Он самый маленький, там самый интересный, самый побогатый по настройкам. Один из. Кто его захочет купить? Прежде всего, владельцы дорогих иномарок, которые хотят обойтись без большого количества переделок. Это владельцы BMW, в первую очередь, почему-то вижу, потому что это вот их вариант. Они всегда вот приезжают, говорят, я хочу все поменять, но чтобы ничего не изменилось. Вот все так же мне оставьте, ни в коем случае ничего. Вот это вот их вариант. Сразу получаете по Bluetooth источник сигнала, вход, не ставя никакие там Bluetooth адаптеры, дополнительные интерфейсы. Сразу получаете полностью настройку музыки, сразу получаете оптический вход, чтобы не с акустических проводов, не с колонок брать, предусиленный уже штатным ГУ сигнал, а штатная ГУ в тех же BMW поганая, припоганая, а по оптике вы получаете с борт сети сигнал, чистенький, хороший, обрабатываете его этим процессором. И, соответственно, можете с двух источников слушать, переключаясь между ними. Я только что показал как. Вот это тот вариант. И, в принципе, по деньгам это тоже тот же самый вариант. То есть владельцы дорогих иномарок, там тех же BMW, которые вот в компоновке, когда динамики под сиденьями, майтофон. Короче, я это называю, как это, подлезешь. Не сделаешь это музыку нормально. Всегда какие-то костыли надо. Или вторым этажом, как я в BMW делать, резать, пилить все нахер. Либо вот такие вот малыши ставишь. Место они не занимают, кучи проводов не надо, все умеют. Качество звука я не буду обсуждать. Я думаю, это вот отслушивали итальянцы. Просто так не делали любое. Я на это надеюсь. Судя по мощности, мощность впечатлила с таких малышей. Ну, я уверен, что с D-класса можно и больше снять, но там надо не забывать, еще стоит процессор, еще Bluetooth модуль, еще вот эта оптика, куча всего. И в принципе 80 с лишним ватт на канал, конечно, мы не все нагрузили, то есть там будет реально меньше, но это очень много для усилителя такого размера и в принципе который не рассчитан там эстрадок качать кучу. Это она вот обычные автомобильные динамики с головой хватит просто по самые помидоры. Это очень много. Богатство настроек, тут смешанные чувства, они богаче, чем в некоторых процессорах, но более криво реализованы. Вот тот же эквалайзер, он очень богатый, он очень крутой, и все можно настроить, но почему-то только по раздельности левый и правый канал вы должны крутить.
Я вот здесь прошу прощения, может я не нашел, как их одновременно таскать, бегунки, возможно. Но вот то, что звук пропадает, когда тянешь за бегунок, мне это не понравилось. Ну, самый большой минус, конечно, это цена. Но давайте не будем забывать про вот эти вот недавние события, что все произошли с курсом доллара. Я недавно на старый курс пересчитал, этот усилок стоил бы там всего 25-28 тысяч рублей. Это учитывая, что Audison тогда стоил 12 400, я даже сейчас, как сейчас помню. И хороший четырехканальник вышел бы вам в 15. То есть те же 30 тысяч вы в 2 раза большим количеством соединений, в 2 раза больше размером получали бы. И ну, не факт, что это лучше бы звучало, лучше бы настраивалось и так далее. Так что цена в принципе адекватная, неадекватный у нас сейчас курс. Эта штука вот стоила 700 евро, по-моему, он стоит. И вот когда курс был 40, вот меньше 30 тысяч он стоил. Это было хорошо. Сейчас он стоит, к сожалению, 50. Пока его все еще можно купить за 38, по крайней мере у нас. Вот этот с обзора можно даже дешевле. Спешите с нами, обсудите. В принципе, можем его продать чуть дешевле. Вообще по Москоне сейчас ситуация, конечно, такая двоякая. В принципе, они цены не гнут сейчас относительно курса. Они понимают все прекрасно, сокращают маржу. И ну, цены реально неподъемные. Вот сейчас как бы такое время, когда Москоне можно купить дешевле, но дороже. Вот такой каламбур. То есть относительно курса евро вы купите его очень дешево. Сейчас в Москоне многие позиции можно купить дешевле, чем если бы реально на курс пересчитывать. Но это кратно дороже, чем было раньше. Поэтому этот усилитель вот в штатной иномарке без особых заморочек, кто хочет и у кого в принципе, кто может себе его позволить, я очень рекомендую. Я думаю, что те, кто может его себе позволить, долго думать не должны, потому что устройство такое, ну, качественно собранное, в установке достаточно простое, в настройке, ну, непростое. В любом случае вы сами этого не сделаете. Вам надо ехать в ателье в грамотное в какой-то, где хотя бы смотрели этот обзор. Вот. Либо приезжайте к нам, мы такую штуку можем и продать, и подключить, и настроить, и в принципе потом обслуживать. И раз уж у нас пошла такая европейская тема, приоткрою небольшой секрет еще, мы скоро будем продавать наушники. Начать я решил с непростых наушников, с английских. Называются они Rock Joe. Можете воспринимать это как рекламу, можете как что. Ну вот на сайте у нас появятся наушники. Сейчас пока 3 модели. Вот такие. По ним обзор будет чуть позже. Очень качественные, прикольно сделанные. Вот есть такие под дерево. Есть со сменными насадками, которые меняют характер звучания. Очень интересные вещи, сделанные в Китае, но как бы компания сама английская. И вот захотел заниматься наушниками, с ними списался. Меня очень удивило, что они говорят, мы твой канал знаем. Субтитры, вот мы субтитры добавляем сейчас, нас во многих странах смотрят. Говорят, мы твой канал знаем, и выслали мне их абсолютно бесплатно на обзор. Я их сейчас добавлю на сайт, мы будем делать первые закупки по этим наушникам. Обзор в ближайшее время смотрите. В принципе, и сейчас можете по ним узнавать уже, но в продаже их пока нет. Вот 3 образца. Пришло в Россию специально мне, и очень благодарен хозяину этой компании. Очень приятно, когда тебя в Англии смотрят. И вот люди, которые производят наушники, очень это польстило. Все, подписываться не забывайте, рассказывать очень за это спасибо большое, когда там делитесь, репостите. Вы заметите, что мы не делаем никаких лохотронов, там вам приз за репост. Я надеюсь, что вы репостите качественный контент, что у вас ваши друзья видят, что вы делитесь с ними чем-то, потому что это вам понравилось, и вы хотите этим поделиться, а не потому, что вы выиграете какую-нибудь там херню и постите себе на стену все розыгрыши подряд. Конечно, всегда бывает, зайдешь на стену к человеку, смотришь, он все подряд себе постит, лишь бы выиграть что-то. Лохотрон, все, развод. Очень редко, конечно, что-то люди выигрывают, но вы должны понимать, что это офигенная масштабная реклама, за которую из там 1000 человек, которые оказали услугу компании, выигрывает только один, или если вообще выигрывает. Очень часто, я недавно видел, захожу куда-то, там 2 девбонца 415, мы разыгрываем, на нашу группу подпишитесь. Да ёб в рот, кто вам даст 415 и 2 девбонца, а там какая-то группа, 3000 человек, какие-то там суходрюпинские люди, у них ни магазина, ничего, откуда у них вообще 415 девбонцы? Люди ведутся, репостят, там какие-то подписки, я даже специально отслеживал, набирают подписчиков, ну лохотрон чистый, не ведитесь
Если делаете репост, то делайте репост, чтобы люди, чтобы ваши друзья увидели, что это вот интересная вещь, что вам это нравится, а не вы рассчитываете получить халяву. Все, короче, что-то опять запи***ился. Надеюсь, обзор полезен был, интересен. И пишите комментарии, обязательно не забывайте. Вот людям, которые писали, что там надо мне признать косяк про Bluetooth и что он сам переключается между каналами. Ну тут и да, и нет. Косяк мой. Я в принципе предположил, что канал он отключает, который больше не нужен. Нет, он его оставляет, просто он включает канал вот блютузовый, например, только когда на нем появляется заданная громкость. Поэтому там, не помню имя, Анисимов фамилия и парень с иероглифами, ник иероглифы, они обозначают что-то там про мотоциклы, скорость, про байкеров. Вот, я даже не поленился, перевел. Вот эти два парня там устроили демагогию в комментах, целый срач развели. В общем, вы отчасти правы, отчасти я прав и не прав. Вот, поэтому спасибо, вот, что обсуждаете, пишите обязательно комментарии, когда я неправильно что-то говорю, поправляйте меня. Все, короче, всем пока.